Друзья, всем привет! С вами Айман Ницкараева, я работаю юристом в Дубае, и в этом видео я хотела бы с вами поделиться информацией относительно того, как арендовать машину, какие у вас возникают риски при этом, как правильно обезопасить себя и как вообще ввозить машину, автомобиль на территории Объединенных Арабских Эмиратов, а также какие штрафы существуют и многое другая полезная информация, которой я хотела бы с вами поделиться для того, чтобы вы знали свои права и могли обезопасить себя на дороге. Итак, самое первое и самое главное, что необходимо знать, когда вы берете в аренду автотранспортное средство, что необходимо иметь, если вы турист, то необходимо иметь права международного образца. Как правило, для наших стран, я сейчас говорю о русскоязычных странах, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, в том числе, даже если, несмотря на то, что было оглашено, что будет соглашение подписано, то есть страны наши, как правило, не имеют международных прав, международного образца, и нету конвенции двусторонней между Объединенными Арабскими Эмиратами и нашими странами о том, что наши права у них признаются. Поэтому необходимо иметь права международного образца для того, чтобы, заехав как турист, можно было бы арендовать автотранспортное средство. В отношении, если вы являетесь резидентом, то, соответственно, в любом случае для резидента необходимо получить права местные. Для некоторых стран, в частности страны Европы в большинстве своем, имеют возможность получить просто права, имея права в своей стране, соответственно, просто получить права в Эмиратах. То же самое, например, страны GCC countries, например, там, элементарно Саудовская Аравия, то есть если гражданин приезжает, у него уже есть права, он просто заменяет права местного образца, получает уже в Эмиратах, имеет право водить. Для нас с вами же мы должны отдельно проходить обучение, получать соответствующие водительские права уже на территории Эмират. Компании, которые сдают автотранспортное средство в аренду, называются Rent a Car. То есть это их огромное количество, множество разных услуг они дают в плане выбора. И вы можете выбрать по своему бюджету любое автотранспортное средство, включая даже самые фешенебельные, роскошные автомобили класса люкс. Итак, как происходит процесс получения в аренду автотранспортного средства, друзья? В первую очередь вы даете документы, соответствующим образом подписывается договор, и здесь возникает самый большой, первый риск, который обычно наши допускают, это то, что мы не читаем договоры, подписываем, там указано мелким шрифтом, все на английском языке. Это, как правило, типовой договор имеется у Rent a Car, и они вас регистрируют как нового арендатора автотранспортного средства. Соответственно, на ваше имя с этого момента будут переходить все риски того, что, собственно, происходит с автомобилем. Можно арендовать на несколько дней, можно арендовать на месяц, можно арендовать даже месяцами. Самое главное здесь то, что вы оставляете депозит, это называется депозит, который он, по идее, должен быть возвращен вам, если с вами все в порядке, с автомобилем ничего не случилось, то есть вы его забираете в чистом виде, готовом, проверяете его состояние, в договоре отмечаете, какие есть у автомобиля недостатки, где-то поцарапано, где-то что-то недостает, то есть все эти его само техническое состояние вы отмечаете, его внешний вид отмечаете в специальные, есть пометки в самом договоре, и, соответственно, вы подписываете обоюдный договор, который позволяет вам арендовать это транспортное средство. Итак, вы подписали договор, оставили сумму депозита. Как правило, эта сумма зависит от стоимости автомобиля. Если автомобиль класса люкс, то, соответственно, там очень большие суммы будут, доходят и до $5000 и более. А если это автомобиль обычной марки, то, соответственно, 1000–2000 дирхам. Иногда некоторые компании просят больше, но это зависит от того, как, наверное, вы даже где-то договоритесь. Итак, друзья, если вы арендуете автотранспортное средство на территории Эмирата, вы, конечно же, должны знать правила дорожного движения. Эти правила дорожного движения, в случае, если вы их нарушаете, соответственно, на вас ложатся дополнительные риски при аренде автотранспортного средства. Помимо того, что вы оплачиваете штраф, вы оплачиваете сумму простоя, который указан в договоре, то есть компания Rent a Car у вас, она еще будет взимать за то, что на определенном
определенный период этот автотранспортное средство у них выбыло из использования. Это бывает в случае, если ваш автомобиль забрали на штрафстоянку. Такое часто бывает, когда нарушения очень серьезные. Также очень неприятным фактом, открытием может явиться для вас то, что даже если в ДТП, которое вы являетесь участником, вы не виноваты совсем, но автотранспортное средство подлежит ремонту, то его забирают, и почему-то РЕН-ТК, то есть на вас, накладывает риск того, что это автотранспортное средство выбыло из использования, и на период ремонта вы оплачиваете стоимость аренды. То есть это как предусматривается в договоре. О том, что вам необходимо делать, если произошло дорожно-транспортное происшествие, я скажу далее. А сейчас хотелось бы более подробно остановиться на правилах дорожного движения. Итак, друзья, в принципе, правила дорожного движения не отличаются сильно от тех, которые есть в наших странах. То есть элементарно вы должны пристегиваться, дети должны сидеть в автокресле, вы должны соблюдать знаки, сигналы светофора, соответственно, если вы проехали на красный свет, это одно из сильных нарушений тоже является, и за это предусмотрен штраф 2000 дирхам, и более того, если вы были за рулем в нетрезвом состоянии или под воздействием каких-то наркотических препаратов, то, соответственно, это очень большой штраф, и еще плюс это будет конфискация вашего автотранспортного средства на срок 30 или 60 дней, и плюс еще решение суда будет в отношении наказания таких лиц, которые сидели за рулем в нетрезвом состоянии. Это зависит от наказания, зависит от непосредственно самого судьи. Есть такое понятие, как black point, это черные метки или это соответствующие неприятные баллы черные, которые вы накапливаете, если на себя, то через определенный промежуток ваши права будут у вас изъяты. То есть это для того, чтобы тренировать или как правильно дисциплинировать в нас с вами делаются такого вот рода наказания. Друзья, еще хотелось бы отметить такой момент, что есть такие лихачи, туристы, которые думают, в принципе, там где-то в пустыне можно трюки поделать, снять в аренду автотранспортное средство. Но в моей практике было, и это не исключение, в том числе, может быть, в вашем случае, потому что вас могут заснять другие участники дорожного движения и отправить на вас жалобу. Это делается очень легко и просто через мобильное приложение или веб-сайт полиции. И то есть просто пожаловаться на то, что вы нарушаете правила дорожного движения или там какие-то допускаете опасность для других пользователей дороги. То есть, соответственно, нужно быть осторожными и, пожалуйста, соблюдайте все правила дорожного движения. В Эмиратах везде есть камеры наблюдения, и, соответственно, нельзя нигде проехать или что-то сделать, чтобы вас не зафиксировала камера. Поэтому, друзья, имейте это в виду. На дороге нужно соблюдать скоростной режим. Более того, на дороге также патрулирует полиция, которая, может быть, проезжает очень вежливо, но она за всеми наблюдает. У них также есть техническая возможность считывать информацию по вашему номеру, соответственно. И здесь еще очень важный момент хотелось бы сказать, что когда вы проверяете автотранспортное средство в момент получения в аренду, также проверяйте, чтобы у нее все документы были в порядке, то есть чтобы она вовремя прошла техосмотр, чтобы у автотранспортного средства была страховка на вас, полная, соответственно, на это транспортное средство. То есть, потому что если вдруг это обнаруживается в момент, когда вы уже владеете этим автотранспортным средством, то штрафы ложатся на вас. Штрафы очень высокие, я об этом говорила в своем другом видео, очень высокие штрафы здесь, и от 600 дирхам до 2000 дирхам, плюс еще время простоя вы оплачиваете, если вы брали в аренду автотранспортное средство. Поэтому к этому надо относиться крайне осторожно, потому что ваш отдых может быть испорчен вот таким неприятным фактом, если вы нарушили правила дорожного движения. Друзья, здесь в этом видео еще важным, наверное, следует отметить, что вы, если не знали, то грязное автотранспортное средство — это тоже наказание для того, кто сейчас управляет автотранспортным средством. То есть нельзя с грязным автомобилем ездить по городу.
Также еще и существует наказание, если вы припарковались и не оплатили. Как платить парковку, вы можете прочитать, соответственно, если вы припарковались, там есть как бы номер парковочного места, и вы должны отправить специальное сообщение. Как правило, парковка стоит 2 дирхама или 4 дирхама в час, и вы должны продлевать. Если ваша парковка заканчивается, то вы отправляете на 7275 сообщение с номером вашего автотранспортного средства, с номером места парковочного и, соответственно, время, за сколько вы оплачиваете стоянку. Друзья, очень большое наказание предусмотрено за вождение автомобиля без номеров. Я думаю, это просто к сведению. Сказала также то, что в аварийном состоянии автотранспортное средство также нельзя водить. То есть, если вдруг оказалось, что вы участник ДТП и автотранспортное средство, оно уже пришло в негодное состояние техническое, то, соответственно, дальше ехать на свой риск и страх там нельзя. Вы должны будете нанимать специально автотранспортный трек, или как их называют, которые непосредственно эвакуатор, который перевезет ваше автотранспортное средство до соответствующего места назначения. Несколько слов хотелось бы сказать в этом видео о том, какие вообще существуют правила и этикет вождения на дороге в Эмиратах. И, соответственно, это будет вам полезно, потому что, друзья, в Эмиратах, в Дубае, в частности, как правило, нет больших пробок, потому что есть очень хорошие развязки. Это самые лучшие дороги в мире. И если вы едете на большой скорости по трассе, то здесь даже есть ограничение, чтобы не снижать скорость. То есть вы не имеете права снижать скорость где-то меньше. Это все будет, на дороге вы увидите знаки, дорожные знаки, и вам надо их знать, что где-то нельзя снижать меньше 80 скорость и так далее. То есть где-то не превышая. И везде камеры стоят, и не нужно думать, что если там плюс-минус 10 где-то километров в час вы будете превышать, то это ничего страшного, потому что есть такое мнение бытует, но это не во всех Эмиратах, поэтому более того, в разных Эмиратах есть разные суммы, размеры штрафов. Это тоже надо учитывать, если вы путешествуете из одного Эмирата в другой. Если так случилось, что вы проехали свой поворот, то для того, чтобы вы развернулись, вы должны будете проехать еще несколько километров, как правило, бывает. Может быть, ваш путь будет увеличен на 10 и более минут, потому что, соответственно, здесь нельзя просто встать на дороге и развернуться. Поэтому будьте внимательны, и я рекомендую вам пользоваться приложениями специальными. Это Google Map или Waze. Я оставлю ссылку на эти приложения, это очень полезно. Я рекомендую Waze, потому что единственный его недостаток, что им надо пользоваться только при наличии интернета, возможно, но он более точный и более удобно в использовании, потому что другие приложения, они могут привести вас немножко не туда, иногда бывают сбои в них, и это неприятный момент, когда вы на дороге. На дороге в Эмиратах нельзя оставаться без бензина, вы должны будете вовремя пополнять свой топливный бак для того, чтобы не остаться, не застрять где-то в дороге, потому что за это тоже будет штраф. То есть здесь все правила предусмотрены так, что не мешать другим участникам дорожного движения. То же самое касается, если вы стали участником ДТП, вам необходимо убрать транспортное средство с дороги, сначала сделать фотографии. То есть я к тому, что если это является без жертв, то, соответственно, небольшого такое ДТП, нужно убрать автомат-транспортное средство. И я далее расскажу, что необходимо делать при возникновении дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, если вы используете мобильные приложения на дорогах, друзья, то, соответственно, вы можете также, и вы должны знать, что вы платите салик, это налог за платную дорогу, если вы едете по Шейх Заеда Роуд. Это улица самая известная, самая большая, и она платная, но если вы имеете возможность, в принципе, объехать эту дорогу, тогда вам нужно установить в своем мобильном приложении, есть в настройках функция «Избегать платных дорог». И вы тогда ваш маршрут будет таким образом построен, чтобы вы объезжали платные дороги. Если на дороге случилась такая неприятность с вами, как дорожно-транспортное происшествие, друзья, то в
в принципе, если ущерба никакого здоровью нет, то, соответственно, нет смысла волноваться, потому что достаточно такие это частое явление, это бывает, и поэтому единственное, что вам надо сделать, это правильно все оформить со своей стороны, чтобы у вас не возникло дополнительных недоразумений, непониманий или переплаты за какие-то вещи. То есть, само собой, понятно, что нельзя покидать место происшествия, вы должны зафиксировать это все, сделать фотографии. Есть мобильное приложение Dubai Police, вы должны оформить, отправить, называется Report Car Accident. То есть, соответственно, вы заходите в раздел, где нужно заявить о происшествии, дорожно-транспортном происшествии, вы отправляете свои фотографии, лицензию, вы отправляете непосредственно техпаспорт автомобиля, номер, и там же будет графа, кто виноват и как это произошло. То есть примерно общая такая вот типовая форма, которую вы заполняете со своими контактами и ждете определенный период времени. Вместе вы заполняете с тем, кто участвовал в этом ДТП. Обязательно нужно указать, кто виновный. Если вдруг есть спорный вопрос, то приезжает полиция, и, соответственно, там уже штрафы чуть больше будут на тех, кто припирался, хотя был неправ. То есть здесь можно довольно-таки легко обойтись. Если тем более автотранспортное средство взято в аренду, то, конечно, логично, что у него полная страховка. И после того, как с вами созвонится, может быть, полицейский спросит, кто является виновником, вы ли попали, и там небольшие детали, то есть здесь практика может отличаться от законодательства, не всегда они совпадают, но в любом случае это все довольно-таки элементарно. После этого вам на почту приходит Police Report, это, соответственно, Car Accident Report, это называется на нашем языке, это протокол дорожно-транспортного происшествия, и его и надо отправить в страховую компанию, которая дальше займется вопросами возмещения ущерба. Страховки бывают полные, либо бывают, на третьей стороны, если вы, соответственно, third party мы говорим, это для того, чтобы иметь представление вообще о том, что если вы застраховали только ответственность перед третьими лицами, то ваш ремонт ложится на ваши плечи. Как обезопасить себя на дороге, как обезопасить себя, если вы получаете транспортное средство в аренду, я скажу далее. Это первое, значит, необходимо, конечно, брать автотранспортное средство в аренду у проверенных лиц, друзья, потому что есть факты того, что вы, наверное, слышали об этом, что депозиты не возвращают, иногда бывают недобросовестные такие вот люди, компании, которые не возвращают вам ваш положенный депозит, потому что, как правило, турист уезжает, ему уже не до этого, а сумма депозита, она возвращается только через 2 недели или месяц, в зависимости от политики той или иной компании, которая хочет дождаться того, что в принципе никаких штрафов не пришло за время, пока этот человек водил машину. Поэтому здесь такой момент есть временной, и нужно быть предельно осторожными с разными компаниями. Лучше ходить к рекомендованным, и желательно, чтобы эти рекомендации давали не те, кто имеет комиссию с этой компанией и, соответственно, интерес, а только несколько лиц могут порекомендовать. Есть хорошие компании, которые, соответственно, порядочные в этом плане, возвращают вам вашу сумму депозита. Не отказывайте себе в удовольствии водить машину в Эмиратах только потому, что вас сдерживает этот факт, потому что на самом деле вождение автотранспорта в Эмиратах – это удовольствие. Вы можете посмотреть, быстрее решить свои вопросы, само собой, у вас будет возможность путешествовать и быстрее добираться до места назначения, то есть очень много плюсов. Конечно, понятно, что, само собой, не нарушайте правила дорожного движения, ознакомьтесь предварительно со всеми правилами дорожного движения. Плюс еще, если вы идете арендовать, то, может быть, вам лучше было бы пойти с резидентом или взять кого-нибудь, кто здесь уже живет из ваших друзей и знакомых, который будет свидетелем, как вы выдаете депозит, чтобы он мог потом забрать и, соответственно, походить за этой компанией, потому что иногда просто их надо растормошить, чтобы они вернули вам вовремя ваши деньги. Друзья, обязательно
обязательно внимательно прочитайте свой договор, что написано, и не садите за руль кого-то еще, потому что все штрафы все равно будете вы платить. И, конечно же, отметьте состояние технического автотранспортного средства. Также проверьте все документы, чтобы был техосмотр вовремя пройден, чтобы у него не было там близкая дата истекала, и чтобы была страховка у вас обязательно. Все эти документы при вас должны быть. Друзья, если у вас есть какие-нибудь дополнения к договору, лучше сделать это письменно от руки, напишите. Если вы не знаете английский язык, то просто в Google переводчике сейчас есть техническая возможность, в принципе, и документ проверять, если у вас соответствующий телефон, модель которого позволяет вам делать перевод сразу непосредственно через мобильное приложение. В любом случае, друзья, обязательно отмечайте в договоре. Это на самом деле поможет вам в будущем, если вы дополнили каким-то пунктом договор. Это очень важно. Друзья, также в этом видео хотелось бы отметить, что на территории Эмиратов нету, как правило, улиц, как в наших странах. Это вот улочки, переулки. То есть здесь только название зданий и Макани Number. Мы говорим это для того, чтобы отправить почту. Это локация, номер локации. Друзья, с вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае. Спасибо большое за ваше внимание. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. И пишите в комментариях, как ваш опыт получения автотранспортного средства в аренду. Может быть, у вас будут интересные дополнения, вопросы. Спасибо за внимание. До свидания.